Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за лазерным станком и самостоятельно проводить его техобслуживание. Это видео будет полезно как тем, кто только недавно приобрел себе лазерный станок, так и опытным пользователям. Помните, что регулярное техобслуживание продлевает жизнь станка, а своевременно обнаруженные неисправности могут спасти комплектующие, а также даже повысить качество производства. Основные вопросы, которые мы сегодня разберем, это как чистить и менять оптику, как проверять юстировку, как чистить направляющие, вытяжку, ламели или сотовый стол, а также как менять воду в чиллере. Всем привет! Вы на канале Лазеркат. Одна из самых частых проблем – это грязная оптика. В процессе работы обрабатываемые материалы выделяют продукты горения, такие как дым, копоть и искры, и они могут легко загрязнять оптические элементы. Все это в итоге ухудшает качество работы, а то и приводит к повреждению оптики. Загрязнения, осевшие на оптических элементах, не только уменьшают отражающую или пропускную способность, но также может быть разогрето самим лазерным излучением, и это может привести к разрушению линзы или зеркала. Регулярность чистки оптики зависит от множества факторов. С каким материалом и с какой интенсивностью вы работаете, как организована вытяжка и вообще в целом насколько чисто в вашем помещении. В среднем мы рекомендуем чистить оптику хотя бы раз в 2 недели. В остальных случаях по необходимости. Например, если вы решите резать резину на лазерном станке, то тут желательно проверять линзу чуть ли не каждые 10 минут, так как резина очень сильно коптит. То же самое касается и паранита. При резке он сильно искрит, и это может привести к повреждениям. Чтобы почистить оптику, вам понадобится обычная ватная палочка, пропитанная изопропиловым спиртом или ацетоном. Ватные палочки лучше заменить безворсовой тканью, либо специальными салфетками для чистки оптики. В большинстве случаев зеркала держатся в креплениях при помощи специального кольца. Его несложно выкрутить и вытащить зеркало непосредственно в руки. Так чистить его будет намного проще, чем когда оно закреплено. Аккуратно по очереди протрите все отражатели вращательными движениями из центра к краю. Нажим должен быть очень мягким и легким, чтобы не повредить напыление на зеркалах. Чтобы почистить линзу, ее сначала нужно достать из рабочей головы. На станках Watson это сделать достаточно просто. Нужно для начала оценить обдув. Чтобы это сделать, нужно надавить на синее кольцо и, не отпуская, потянуть за шланг. Затем можно доставать тубус и выкручивать сопло. Здесь вы видите зажимное кольцо. Его нужно аккуратно выкрутить, и, используя тот же метод, что и с зеркалами, можно протереть линзу и затем вернуть ее обратно. Линзу необходимо поменять, если она треснула, либо если имеет пятна, которые не убираются при чистке. Обратите внимание на фокусное расстояние. Линза 4 дюйма ставится наверх, линза 2 дюйма ставится вниз. Линзы фокусного расстояния меньше 2 дюймов на больших станках поставить можно только при замене сопла или тубуса. Можно поставить 2,5 или 3 дюйма, но тогда нужно уже использовать проставочные кольца. При установке держите линзу вогнутой стороной вниз, а выпуклой наверх. Не забывайте про прокладку, она нужна, чтобы не повредить линзу. Закручивать нужно достаточно плотно, чтобы линза в процессе работы не расшаталась. Также обратите внимание на полупрозрачное выходное окно лазерной трубки. Его тоже необходимо проверять и чистить, так как если на нем осядет какая-то грязь, лазерная трубка может попросту выйти из строя. Ну и саму лазерную трубку тоже необходимо содержать в чистоте, так как на ней регулярно оседает пыль, и это незначительно, но все же нарушает ее теплообмен и способствует накоплению статического электричества. Поэтому регулярно протирайте сначала влажной, а потом сухой тряпкой вытирайте уже насухо. При длительной интенсивной работе неизбежно искажение оптического пути, особенно у дешевых лазерных станков. Но если взять тот же Watson, многие наши клиенты работают без перерывов по полгода-год, потом проверяют юстировку, но она, тем не менее, не сбивается. То есть здесь очень многое зависит от самого станка и его комплектующих. Вообще, если у вас возникли какие-то проблемы с резом, то в первую очередь нужно проверить именно юстировку. Но даже если все хорошо, мы рекомендуем
рекомендуем делать проверку хотя бы раз в 2 недели. Вы берете бумажный скотч, наклеиваете малярку на рамку у зеркала и пульсуете в разных частях стола. Отпечатки луча на малярной ленте на каждом зеркале должны совпадать. Подробное видео о том, как делать юстировку и правильно настраивать зеркала, вы можете посмотреть на нашем канале. Там мы рассказываем все в деталях с подробностями и выкладываем все секреты нашего многолетнего опыта. Направляющие мы рекомендуем чистить также раз в 2 недели. Отодвиньте лазерную голову до конца в одну из сторон, протрите сухой тряпкой до блестящего состояния и смажьте консистентной силиконовой смазкой, желательно светлой, чтобы можно было легко определить, когда ее нужно менять. Очень важно смазку наносить с 2 сторон от подшипника. Переместите лазерную голову несколько раз до конца в обе стороны, чтобы смазка равномерно распределилась. Повторите эту процедуру для остальных направляющих. Со временем в процессе работы на ламелях и сотовом столе остаются смолы и другие продукты горения. Если их не чистить, повышается вероятность возгорания, что подойдет для очистки. Обычная вода может не справиться, поэтому отлично подходит 646 растворитель, пескоструй, если есть, или мойка высокого давления. Как часто чистить, зависит от интенсивности вашей работы. Мы рекомендуем делать это сразу по мере загрязнения, но при регулярной плотной загрузке хотя бы 1 раз в неделю. Также не забывайте регулярно очищать поддон для сбора мусора от скопившихся обрезков. Если этого не делать вовремя, то повышается вероятность воспламенения. После длительного использования вытяжной вентилятор накапливает много пыли, и это мешает ему выкачивать воздух. Когда выкачивание производится плохо, необходимо осуществить чистку вытяжки и гофры. Выключите устройство, отсоедините гофры от вытяжки, очистите их от загрязнений и затем очистите вытяжку изнутри. Качество воды и ее правильная температура способствует продлению срока службы лазерной трубки. Для ее охлаждения мы всегда рекомендуем использовать дистиллированную воду и чиллер. Он, в отличие от помпы, имеет замкнутый контур и возможность активно охлаждать воду. Также на панели чиллера вы всегда будете видеть актуальную температуру. Это позволит вам следить за тем, чтобы температура воды не поднималась выше положенных 35 градусов. Это крайняя температура. Лучше поддерживать ее не выше 25. Если температура поднимается выше 35 градусов, остановите работу оборудования, пока она не остынет до 20-25. Если же вода регулярно перегревается, то скорее всего что-то не так с чиллером. Он либо не справляется с нагрузкой, либо могла быть утечка фреона. А это уже достаточно серьезно и требует ремонта. Также перегрев может происходить, когда температура в помещении или на улице очень высока. По этой причине жителям южных регионов мы рекомендуем выбирать чиллер на уровень выше, чем обычно. Также следите за точкой росы, это разница температуры в помещении и внутри трубки. Из-за этого может возникать образование росы на выходном окне. Это приводит к снижению мощности лазерного излучателя и даже к быстрому выходу трубки из строя. Для того, чтобы слить воду с чиллера, надо сначала его выключить, поставить на какую-то подставку и открутить крышку с надписью Drain. Затем можно сливать воду в емкость. Когда зальете новую воду и включите чиллер, удостоверьтесь, что лазерная трубка полностью наполнилась водой перед началом работы станка. Очень важно, чтобы в трубке не оставалось никаких пузырей. И в этом еще одно преимущество чиллера перед помпой. Еще один важный момент — это электрика станка. Здесь тоже нужно все содержать в чистоте. С одной стороны у нас система управления и 2 драйвера, а с другой стороны блок розжига, он же блок высокого напряжения. Если у вас сильно все запылилось и есть компрессор с пистолетом, это все можно продуть или, например, пропылесосить. Но при регулярном техобслуживании чаще всего достаточно просто протереть пыль, естественно, при выключенном станке. Давайте подведем итоги. Мы рекомендуем проводить базовое техобслуживание станка раз в 2 недели. Вам нужно почистить ламели, сотовый стол, направляющие, вытяжку, проверить зеркала и линзы, и раз в месяц необходимо заменить воду в чиллере. Также, если вы видите, что что-то уже нуждается в обслуживании, например, ламели станка уже грязные, не ждите и не откладывайте, лучше почистить их по мере необходимости. Любите ваши станки, ухаживайте за ними, и пусть они служат вам долго. Ну а если вдруг у вас что-то сломалось или вам нужно регулярное годовое обслуживание, обращайтесь, и наша сервисная служба всегда готова вам помочь. Вы были на канале Лазеркат, до встречи в новых видео. Пока!